Приветствую всех на канале. Вот такой вот Audi e-tron к нам в работу попал. Автомобиль то ли при запуске, то ли при зарядке. Не знаю, что конкретно. Но у автомобиля случилась беда, и автомобиль перестал ехать. До этого у человека была проблема. Минут 30 он пытался запустить ее, и она в какой-то момент запустилась. Потом она перестала запускаться. И автомобиль к нам попал в работу с ошибками, которые мы вычитали. Это по контакторам. Контактор Precharge и один из силовых контакторов. Они залипли. Сделали диагностику, действительно контакторы залипшие, потому что предварительную диагностику делали на другом сервисе. И сейчас уже согласовали снятие батареи, будем снимать батарейку и смотреть, что у нас случилось с контакторами, почему. Вон наш пентхаус, как раз в нем и установлены наши контакторы. И по большому счету нам нужно снять только их. Но для того, чтобы снять их, нам нужно отпустить всю батарею. Когда-то я уже делал видео с подобной работой, когда снимали батарею с Audi e-tron. Здесь ничего другого, все то же самое. Правда, та машина приехала к нам полуразобранная, поэтому не было половины пластика. А здесь автомобиль уже приехал к нам собранный. В этом небольшая разница. В общем, сейчас сниму весь пластик и заодно доберусь до задних сидений, потому что под сиденьями находятся болты, которые держат батарею. Откручу их и дальше опять подниму автомобиль и буду уже снимать батарею, откручивая все снизу и снимать антифриз. Главное не забыть открутить вот эти вот секретные болты, которые находятся в салоне под сиденьем. Иначе все может пойти коту под хвост. И их здесь 3 болта. Конечно, снятие батарейки на Audi e-tron на порядок сложнее, чем на Тесле. Много откидывать разъемов. В этом смысле на Тесле все намного проще. Здесь не надо ничего откидывать. Она, по сути, после откручивания всех болтов, она просто стоит на быстроразъемах. И антифриз легко откидывается, и силовые провода. И в данном случае сейчас подкинули батарейку, и мой коллега проверяет эту батарейку на балансировку. Он ее балансировал. Вот он наш пентхаус. Но в Audi, в отличие от Теслы, гораздо удобнее снять пентхаус, нежели откручивать вот эту маленькую накладочку, которая в свою очередь стоит под крышкой, еще и заклеена герметиком. Потому что только через эту крышку можно добраться до контакторов. И сейчас сниму ее и прозвоню контакторы, что у нас с ним, почему она на них жалуется. И заодно прозвоню провода, посмотрю, нет ли у нас там короткого замыкания. Снял крышку. И вот что здесь можно увидеть. Во-первых, сразу непонятно... вот этот разъем, вывод, он более темный. То есть явно видно, что на него воздействовала какая-то температура. И также здесь можно увидеть, что тот, куда прикручивается этот вывод, он более темный, чем этот. И если посмотреть, что вот этот темный, и вот этот вывод прикручивается за эту шину, и эта шина у нас сама по себе тоже темная. А вот что у нас с контактором. Вот этот контактор, вокруг все рыжее. Вот эта шина сама черная, более темная. И сам контактор, вокруг все белое стало рыжим. Здесь как-то поднялось, здесь все темное. В общем, у нас какая-то проблема произошла с этим контактором. Но он не закорочен, он в обрыве. При том, что все остальные контакторы при замере показывают 2-3 мегаома. Обычно это свидетельствует о том, что контакторы подгорали периодически, и есть налет на внутренних частях контактора. Из-за этого есть такое заниженное сопротивление. Вообще в идеале он должен быть бесконечности. Почему здесь так, пока не знаю, будем разбираться. В общем, надо будет разобрать полностью, посмотреть, что взорвалось в этом контакторе, потому что кроме визуального, еще и по запаху чувствуется, что здесь что-то было фееричное. И это у нас контакторы, которые включают батарею. Это прямой выход с батареи. И
Вот эти выходы напрямую с батареи. И, кстати говоря, на них сейчас сопротивление. И на них сейчас напряжение 400 вольт ровно. В общем, надо разбирать дальше и смотреть, что у нас произошло и почему это. Ну и, соответственно, нужно будет разбираться, что у нас дальше. Кстати, что у нас по предохранителям? Так, он целый. Целый. Вот эти предохранители целые. Ладно, разберу. Будем дальше смотреть. А так выглядит контактор снятый. Но, кстати, почитал в мануале на вот эти контакторы EVC 250. И они якобы не в вакууме, а в воздушной среде. И что, в принципе, очень странно. Интересно, конечно, будет его вскрыть, посмотреть, что там с ним. Разобрал блок и сейчас хочу проверить контакторы, потому что один контактор точно накрылся, но не исключено, что еще какой-нибудь. Поэтому проверю сейчас все контакторы. Так, где у нас? Вот, и здесь вот эти провода. Так, что у нас здесь будет? Будет ли повторяемость у нас? 24, 24, 25, 25, 25. В принципе, повторяемость есть и нормально она себя ведет. Проверяю следующий. Это у нас 25, 24, 24. В принципе, более-менее нормально. Проверяем третий. Который, кстати, работает в паре с тем, который у нас вышел из строя. 32, 34, 29. Чуть завышено у него сопротивление, но незначительно. Наверное, лучше его тоже заменить, чтобы потом сюда уже не лазить. Поэтому, наверное, буду рекомендовать заменить и его. Пришли новые контакторы. И сейчас будем собирать junction box и устанавливать его на автомобиль. Это не бэушные, а абсолютно новые. Контакторы установлены. Сейчас осталось поставить крышку и вот этот разъем спереди поставить сюда. И, в принципе, можно будет подкидывать на автомобиль. Собрал junction box и установил уже на батарею. И теперь можно батарею подкидывать на автомобиль и смотреть, будет она запускаться или нет. И не исключено, что нам придется ошибку по контакторам сбрасывать. И не исключено, что через какой-нибудь онлайн-функционал. Но это мы посмотрим, как это все будет. Но это мы узнаем чуть позже. И, кстати говоря, я сравнивал батарейку Audi e-tron с батарейкой Jaguar I-Pace. А вот теперь можно сравнить ее с батарейкой с Hyundai Ioniq 5. И это батарейка на 800 вольт. Что-то у нас пошло не так, и у нас машина не заработала. Ошибки те же остались. Пробовали через функционал Odyssey Online, но ничего у нас не получилось. И опять снимаем батарею, сниму коммутационный бокс, junction box, и буду пересматривать, что ж такое, почему она не захотела работать. Бывает и такое.
Так, сняли обратно junction box и пытаемся разобраться, в чем дело. Здесь на этой плате, это у нас по сути не БМС, она не отвечает за работу батареи, но она отвечает за работу, скажем так, этого блока, в том числе и измерение сопротивления изоляции с помощью вот этих вот релюшек. Короче, с помощью вот этих релюшек коммутируются вот эти вот делители напряжения на корпус. Получается, вот минус приходит сюда, плюс приходит сюда на эту релюшку. И дальше корпус. Короче, либо плюс, либо минус коммутируется на корпус. Смотрится за падением напряжения и таким образом принимается решение мозгами, сопротивление изоляции в норме или нет. Но у нас проблема сейчас не сопротивление изоляции, у нас ошибка по контактору. Да. Несмотря на то, что заменили его, она все равно бьется. Вот это вот цепь, вот эти вот проводки, это цепь слежения за целостностью предохранителей. Вот этого и вот этого. Потому что сейчас они все будут замкнуты. И как Тоже только... через делители идут, да? Ну да. Как только разрывается какой-то из предохранителей, то сразу это становится видно. А вот это разъемчик для вот той маленькой платки, которая внизу стоит измерительной, и с ней вот эта плата связывается по кану. Это вот контрансивер. Там еще есть одна платка снизу, вон ее видно. И опять придется все разбирать. Там датчик тока стоит, измерительная цепь. Да, и лезть, смотреть, что опять не так. Возможно, когда вышел из строя этот контактор, что-то случилось с нижней платой. В общем, будем сейчас разбирать его, добираться до него и прозванивать, что с платой. Опять разобрали коммутационный блок, junction box, и проверили вот эти платы. К сожалению, не смогли найти дефекта здесь. Возможно, все исправно, и возможно, есть проблема в процессоре. В общем, как раз вот этот датчик тока с интегрированными здесь микросхемами, он как раз и контролирует, что контактор включен или нет. И дальше он общается с этой платой, и дальше уже общается с блоками, с другими блоками автомобиля. В общем, не нашли, в чем здесь неисправность, к сожалению, поэтому будем сейчас собирать все на место. Еще раз проверю на автомобиле, но, скорее всего, будем рекомендовать заменить этот блок в сборе, либо же вот эти платы, если они будут у кого-то отдельно. Поэтому пока собираю, дальше будем смотреть, что делать с ней. К сожалению, удалось нам разобраться и восстановить эту плату. И, соответственно, ошибки не пропали. Поэтому вынуждены были заменить коммутационный блок в сборе. Собственно говоря, владелец автомобиля привез полностью новый коммутационный блок. Так, батарейка установлена. И у нас автомобиль даже перешел в реди. Подушка безопасности переднего пассажира выключена. Выключить двигатель, проверьте. Понятно, у нас антифриза еще нету. Так, а едет у нас машина или нет? Да, автомобиль у нас поехал. Ну, теперь нужно будет прикрутить полностью батарейку, залить антифриз, развоздушить систему, и можно будет проехаться. Ну и обязательно сделать диагностику. Сначала с помощью разряжения заправляем систему, а потом запустим ее удаление через диагностику. Система развоздушена. Сейчас загоню машину на зарядку, проверю, чтобы она заряжалась. И тогда, в принципе, можно будет уже ставить защиты и выпускать автомобиль. Автомобиль у нас заряжается 30 амперами. Это максимум, на что у нас эта зарядка рассчитана. В общем, пусть чуть постоит, и в принципе можно будет загонять обратно, перепроверять течи, уровень жидкости, ставить защиты и выпускать. Сделаем тест-драйв и выпускать автомобиль. А
теперь немного расскажу, что мы узнали о причинно-следственной связи этой поломки. Дело в том, что контакторы в этом автомобиле действительно не герметичные, в отличие от других автомобилей, с которыми мы раньше сталкивались. И, соответственно, они очень боятся размыкания на горячую, то есть под нагрузкой. И если вдруг автомобиль после ДТП или происходили ситуации, при которых контакторы размыкались под нагрузкой, то они начинают подгорать. В определенный момент электроника это все фиксирует и появляется критическая ошибка, которая блокирует последующее включение контакторов. Чем только мы не пытались удалить эти ошибки, у нас это не вышло. Не вышло также через хекс-коды, хотя на e-Golf эти ошибки удаляются. На Audi проблема решается пока что только заменой блока управления контакторов, либо заменой коммутационного блока в сборе. Единственное, что могу рекомендовать одно. Если были подозрения о отключении контакторов под нагрузкой или авто после ДТП, то планово менять контакторы, стоимость которых ориентировочно $250 за штуку. Иначе замена блока в сборе выходит более чем в 10 раз дороже. Вот такая маленькая проблема может подстерегать владельцев Audi e-tron. И если хотите больше интересных моментов узнавать об электромобилях и гибридах, то подпишитесь на канал и обязательно пишите комментарии с вашим мнением. И не забывайте поддерживать Збройные силы Украины своими донатами на дроны. Это помогает беречь жизни наших защитников. Спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока!